завершающая часть эпопеи с фаюсом. Вот они уже пересаженные. Они будут стоять в таких кашпо, чтобы сохранялась влага. Но кашпо с дырочками. И ухаживать я за ними буду как за стенгопеями. Вот таким же способом. Часто поливаться они будут. Добавлю потом еще наверх гранулы своего водорослей с куриным пометом, там с рыбой. Это уже позже. В качестве подкормки. И сейчас я вам покажу. У меня расцвели некоторые мои симбидиумы. А вот этот вот. Такой бордово-коричневый. Ну, это все наши симбидиумы, это гибриды наших природных австралийских симбидиумов. Ну, они еще, конечно, растут и в Таиланде многие, и в Лаосе, и в Южном Китае. Ну вот этот, например, вот он первый раз цветет. У него название такое интересное. И вообще все названия интересные, потому что наши гибриды делаются в нашем южном штате австралийском, Виктория. И они такие выдумщики на название. Мне не очень нравятся. Такие приколисты. Ну, этот, например, называется Heartbreak. Сейчас. Heartbreak Dr. Lips of Wine. Доктор разбитое сердце. Ну ведь если бы доктор был с разбитым сердцем, то было бы тогда heartbroken доктор. But heartbreak. So доктор разбитое сердце и под название клона Lips of Wine. Губы в вине. Ну, что-то есть такое. Губы в вине, потому что действительно у него губа винного цвета, такая бархатная, такая томная и темная, темного такого винного цвета. А сами лепестки, они более такие терракотово-бордовые. Тут у него диванианум и флорибундум, симбидиумы видовые. В предках диванианум в некоторых источниках он душистый, а в некоторых нет. Поэтому флорибундум нет, без запаха. Очень пышная такая гроздь. И на первый раз очень даже неплохо он цветет. И, как у нас называют, pendulous, ампельные, да? Ну, свисающие вниз цветоносы у всех моих симбидиумов. Ой, вау! Уже открылась моя бифренария. Первый бутончик открыла. Вот у нее еще один есть. Она очень любит солнце. Она стояла у меня на таком ярком солнечном свете. И она так активно растет в разные стороны. У нее новые росты. И вон там в глубине один бутон еще не открылся, а второй уже открылся. И муравей-злодей, конечно же, тут как тут, тут как тут. За сладким соком они все охотятся. Так, ну дальше пойдем посмотрим мои цветущие цимбидиумы. Не все, конечно, расцвели. У меня еще один есть Heartbreak Doctor. Тот клон называется Indian Summer. Индийское лето. Ну, и здесь у меня есть еще цветущие симбидиумы. И тут же я поставила
Еще один фаюс, самый большой. И также этот называется, ну вот он уже и отцветает. Вот собиралась я, пока собиралась. Он называется Paradisian Delight Trilla. Delight Trilla. Райский деликатес, еще и триллер. Ну вот райский деликатес с триллером. Как-то они не очень, вроде бы, имена эти сочетаются. Но какая губа красивенная, леопардовая. Очень красивый. И он ароматный. Он пахнет и в течение дня немного, и особенно вечером. У него усиливается запах. Ну и тут диванианум опять-таки и сандираи симбидиум. Ну вот сандираи душистый. Диванианум нет. И еще один симбидиум. Этот называется Red Planet. Сейчас. Red Planet Running Late. Ну, фантазеры. Ну, была бы просто себе красная планета. Red Planet. Ну, видимо, там клоны отличаются друг от друга, и этому название было дано опаздывая, опоздавший. Как хочешь, так и понимай. Ну, тут тоже много австралийских симбидиумов в предках. Инсайн, диванианум, шройдери. Да, шройдери. Шрейдери, наверное. Он похож на трисианум шрейдери. Вот такие вот причудливые лепестки. Ну, это вот трисианум у нас знаменит вот такими вот изогнутыми красиво лепестками. Ну, еще и вот этот шейдери, вот он тоже с такими лепестками, такой формы. Ну, они, конечно, разные симбидиумы. Цвет у него такой приглушенно, тоже винно, коричневато-бордовый. Губа и горло такие узорчатые. Бархат, шелк, сатин. Все сравнения подходят. Очень красивые цветы. Я так рада, что он у меня есть. У меня все симбидиумы вот такие вот не спадающие цветоносы у них. А аносмум, мой дендробиум, ну, вообще не могу поверить. Он отсушил все свои бутоны. Я радовалась, что наконец-то в кои-то веки он прилично зацветет, потому что он до этого цвел 2 раза одним или 2 цветочками. Я его растила, и вот это вот так вот он меня отблагодарил, предатель. Взял и отсушил все свои бутоны. Я еще думаю, может быть, потому что я его стала рано поливать, как только увидела эти бутоны, и стала поливать его обильно. Не знаю. Ну и симбидиум Australian Midnight Black Beauty. Полностью распустился. Сейчас я покажу. Но сначала обратите внимание на его листья. Они такие жесткие, каналообразные, суккулентные.
потому что в его предках наш австралийский Cymbidium canaliculatum. И тоже он очень суккулентная орхидея, потому что устроена для выживания в австралийской пустыне. Вот он полностью распустил свои цветочки до самого конца. Ну, может, один остался. Так приятно пахнет кокосовым орехом. Бархатный такой. Губа такая тигрово-леопардовая. Это довольно редкая орхидея. В Австралии очень дорогая. Ну и на форуме где-то я читала, что и в Штатах тоже они дорогие. Кто-то даже очень жаловался. Да, я его когда-то выиграла на аукционе. Заплатила довольно много денег. Вот. И такая история была. Хозяин его выставил на продажу со множеством цветоносов. И, конечно, люди за него бились, он стоил огромных денег. И получила я его без горшка. Так, немного субстрата только было в посылке. Ну и, конечно, поняла, что капец этим всем цветоносам. Так оно и случилось. Он у меня не расцвел в ту весну, которую я ждала тогда, после покупки, а только вырастил несколько новых бульб. Ну и на том хорошо. Спасибо, что не умер, потому что они очень не любят пересадку, эти цимбы. Вот, и только на следующую весну, вот сейчас у нас весна, он расцвел. Вот, у него в предках, конечно же, каналикулятум, как я сказала. Это австралиец Cymbidium, который растет на деревьях. Он растет и на севере Австралии, и Нью-Саут-Уэльс, Квинсленд, Восточной Австралии, в абсолютно сухих местах, где дождь бывает 2 раза в год. И вот он приспособился тем, что у него такие жесткие листья. Он выдерживает всю зиму без воды, только там какие-то росы бывают. Легкое обрызгивание в течение зимы. Ну и Атра пурпуреум. Тоже австралийский Cymbidium, но он и также в Южной Азии растет. Именно Атра пурпуреум пахнет кокосом. Он растет и в Таиланде, во Вьетнаме, Борнео. И он выращивается в теплом содержании. Не так, как многие наши австралийские гибриды природных цимбидиумов должны быть холодного содержания, то есть им подавай 5 градусов плюс зимой, иначе они не зацветут. Которые холодного содержания, я показывала уже нашу ферму орхидейную, мою местную, там стоит большая пластиковая бутылка с надписью Cold Water. И вот секрет их цветения: нужно набрать воды в эту бутылку, поставить в холодильник, в котором 5-6 градусов, и этой холодной абсолютно водой поливать их в самые жаркие месяцы наши. А самые наши жаркие месяцы — это декабрь, январь и февраль. Все наоборот. Не так, как в Европе. Это наше лето. Но не именно этот, потому что этот теплого содержания. Наша черная красотка. Australian Midnight Black Beauty. Midnight — это полуночная, Black Beauty — черная красотка. Я так себе перевожу. Black Beauty.
Черная красотка. У него очень темного цвета цветы. Темно-бордово-винного цвета. Цвета такого хорошего, отборного вина. У меня уже была такая душераздирающая история покупки этого легендарного симбидиума. Много лет тому назад я купила маленького такого малыша. Потом я его надумала пересадить, потому что вычитала, что ему хорошо бы было расти в полом таком дупляном блоке. Ну, я нашла такую деревяшку, такую полупустую, и посадила его туда, положила туда коры, и он не пережил пересадки. Ну, надо же, такой чувствительный, отдал Богу душу, бедолага. Ну, конечно, я была так расстроена, растить такой уникальный экземпляр орхидеи и так вот допустить такую ошибку. Вот. И с тех пор мне его очень-очень хотелось. И вот, наконец, он у меня зацвел. Всем всего доброго. Пока-пока.